Праславянский, старославянский, церковнославянский. На первый взгляд очень похожие термины. Судя по названию, все они как-то связаны с каким-то славянским языком. И это действительно так, все они произошли от одного корня. Но все-таки обозначают они разные явления. Давайте разберемся, какие. Давайте перенесемся в VI век нашей эры. Славяне в это время еще были одной народной общностью. Жили они в племенных союзах и говорили на одном языке. Этот язык сегодня мы называем праславянским. У нас нет никаких письменных источников, которые запечатлели бы этот язык, кроме личных имен в греко-римских и арабских источниках. Но ученым удалось его реконструировать. Итак, мы выяснили, что праславянский язык – это язык-предок всех славянских языков. И его не следует путать со старославянским языком. А что тогда собой представляет старославянский язык? Со временем славян становилось все больше, они занимали новые территории, расселялись все дальше и дальше от своей прародины, возникали новые племенные союзы. И так как они занимали всю большую территорию и уже так активно не контактировали друг с другом, то у разных славянских объединений в языке начали накапливаться изменения. И таким образом стали развиваться различные разновидности праславянского языка, то есть диалекты. К IX веку нам уже известны такие государства, как Болгарское царство, Великая Моравия, Чешское княжество, Хорватское княжество, Карантания. Нас будет прежде всего интересовать Великая Моравия. Это государство находилось на территории современной Чехии, Словакии, Южной Польши, Западной Украины, Северной Сербии и Венгрии. Великой Моравией это государство принято сегодня называть в историографии, а жители этого государства, скорее всего, называли его королевством славян или славянская земля, земля славян. В первой половине IX века Великая Моравия уже находилась в процессе христианизации. И так как христианство сюда было принесено западными миссионерами и подчинялась Великая Моравия Зальцбургскому епископу, то языком богослужения здесь была латынь. В 862 году великоморавский князь Ростислав отправляет в Константинополь, столицу Восточно-Римской империи или Византии, отправляет своих послов с просьбой прислать ему епископа и учителя, который смог бы перевести богослужебные книги на славянский язык. Почему Ростислав отправляет своих послов именно в Византию? Ведь там говорят на греческом языке. Дело в том, что в Византии в это время жило также и славянское население, конкретно в городе Солунь. Праславянский язык, как мы помним, в то время различался незначительно. То есть славяне, как Солуня, так и в Великой Моравии и все остальные славяне, они друг друга понимали. Они говорили на одном и том же языке с какими-то незначительными местными особенностями. Поэтому Кирилл и Мефодий, которые как раз были родом из Солуня, могли перевести богослужебные книги на диалект солуньских славян, и славяне Великой Моравии прекрасно бы все поняли. Кем были сами Кирилл и Мефодий? На сегодняшний день у ученых нет однозначного ответа на этот вопрос. Они могли быть как греками, так и славянами, а также могли быть наполовину славянами, наполовину греками. По одной из версий, мама Кирилла и Мефодия была славянского происхождения. Но как бы то ни было,
нам важно то, что они прекрасно владели славянским языком. Либо потому, что они были славянского происхождения, хотя бы наполовину, либо просто потому, что они жили в двуязычной среде и постоянно контактировали со славянами. Что представляла собой миссия Кирилла и Мефодия? На первый взгляд кажется, что тут сложного перевести с одного родного языка литературу на другой свой родной язык. Но когда Кирилл переводил богослужебные книги, а занимался переводом в первую очередь он столкнулся с несколькими трудностями. Одной из трудностей было отсутствие у славян письменности, пригодной для богослужебных целей. Нельзя сказать, что у них совсем не было письменности. Какая-то письменность у них, вероятно, была, просто использовалась она для других целей. И одной из заслуг Кирилла как раз является то, что он такую письменность изобрел. Но деятельность Кирилла и Мефодия значима не только этим. Они не просто создали письменность для славян, они создали литературный язык. До миссии Кирилла и Мефодия у славян был язык, который они использовали в быту. Но этих языковых средств было недостаточно для выражения христианской терминологии. В диалектном языке славян не было многих слов для обозначения христианских понятий. У греков была долгая история развития философской науки, которая происходила еще из античности и потом продолжилась в христианстве. О существовании каких-то философских учений у славян нам ничего не известно. Никаких источников об этом нет. И славяне из язычества сразу перешли в христианство. Поэтому многих философских и богословских понятий у них просто не было в языке. Задача Кирилла как раз состояла в том, чтобы эти пробелы заполнить. Конечно же, опирался он прежде всего на уже имеющуюся у славян лексику. И многие слова получили новые значения. Например, греческое слово «логос» Кирилл перевел как «слово». И у славян эта лексема уже была, только сейчас она приобрела новые значения. Слово как смысл, как Иисус. Другой способ, который использовал Кирилл для того, чтобы назвать новые в славянском языке понятия, это, конечно же, заимствование. Многие слова были заимствованы из греческого языка. Например, такие слова, как «аминь», «ангел», «архиерей», «гиена», «Евангелие». И здесь большая заслуга Кирилла в том, что таких слов было не слишком много. Иначе бы для славян этот язык так и остался бы непонятным. Так как новые слова откуда-то все-таки нужно было брать для того, чтобы обозначать новые понятия, то Кирилл использовал еще такой метод, как калькирование. То есть поморфемный перевод слова. Структура слова оставалась греческой, а сами приставки, корни, суффиксы были славянскими. И таким образом у нас возникли слова безбожие, непорочен, бесконечен, безначален, невидим, неизменен, великодушие, малодушие, равнодушие. В общем, таких слов было очень-очень много, и, как видите, и сегодня мы их тоже используем. Греческий язык также значительно повлиял на синтаксис старославянского языка. Так как Кирилл и Мефодий переводили богослужебные книги с греческого языка, то они переносили греческий синтаксис в старославянский язык, какие-то синтаксические модели. Это, например, различные виды сочинительной, подчинительной связи в предложениях, дипричастие, причастие. То есть все наши сегодняшние сложные предложения, а также причастные, дипричастные обороты, все это к нам пришло из старославянского языка, а в старославянский из греческого. Но также следует сказать, что у нас не сохранилось никаких памятников старославянского языка со времен Кирилла и Мефодия.
У нас остались более поздние письменные памятники X-XI века, переписанные с оригиналов. И состояние старославянского языка времен Кирилла и Мефодия, то есть 9 начало X века, реконструировано по более поздним памятникам письменности. Старославянский язык не реконструировался с нуля. В принципе, более поздние памятники письменности, они более-менее точно отражали состояние старославянского языка. Реконструкция нужна была лишь для более точной передачи звучания старославянского языка. Деятельность Кирилла и Мефодия проходила в непростых условиях постоянной борьбы с немецким духовенством, которое было недовольно ни славянской письменностью, ни славянским богослужением. Все эти новшества им не нравились. К тому же немецкое духовенство считало Великую Моравию своей сферой влияния, и поэтому, когда там появились Кирилл и Мефодий, они, конечно же, были восприняты как конкуренты. После смерти Кирилла и Мефодия борьбу за славянское богослужение и славянскую письменность продолжили их ученики. Но борьба эта продолжилась тоже недолго, потому что славянское богослужение в Великой Моравии было запрещено, и часть учеников продали в рабство, и затем они были выкуплены византийцами, а часть учеников были изгнаны из княжества, и они направились в Болгарию, Хорватию и Сербию. Итак, под старославянским языком мы понимаем первоначально созданный Кириллом и Мефодием литературный богослужебный язык. Далее тексты на этом языке переписывались и, как правило, с максимальной точностью. Однако в эти тексты могли закрадываться элементы разговорной речи песцов. Поэтому этот язык со временем изменялся, все дальше отходил от своего первоисточника. В нем отражались особенности местной речи, и таким образом возникло то, что мы сегодня называем церковнославянским языком. То есть церковнославянский язык – это продолжение старославянского языка, но с местными особенностями. И так как в разных славянских землях были свои местные особенности, то существует несколько изводов или редакций церковнославянского языка. У церковнославянского языка была длительная история, и на протяжении этой истории какие-то изводы появлялись, какие-то исчезали. И все это, конечно же, связано с историческими событиями, происходившими в славянских государствах. Но в этой длительной истории можно выделить 4 периода развития церковнославянского языка. В самый древний период, это до XIV века, церковнославянский язык использовался прежде всего для написания религиозных текстов. Неканонические тексты на нем в основном не создавались. В этот период выделяются следующие изводы. Моравско-чешский извод. Он просуществовал до 1097 года, затем славянское богослужение было запрещено, но в середине XIV века при Карле IV славянское богослужение снова возрождается, и просуществовало оно еще до гуситских войн, то есть до начала XV века. Панонский извод. Официально он просуществовал всего 4 года. Затем славянское богослужение здесь было запрещено, но следы использования старославянского языка на этой территории есть еще в памятниках X и XI века. Хорватский извод возник на территории хорватского чаковского диалекта примерно в XII веке, и он является наследником моравской глаголической традиции. Болгаро-македонский извод. До XII века болгаро-македонский извод отличался строгим соблюдением Кирилло-Мефодиевской традиции.
Но после XII века в текстах появляется все больше разговорных элементов. И именно из болгарского царства церковнославянский язык распространился на Русь и в Сербию. И так возникли еще два извода. Это русский или древнерусский или восточнославянский, по-разному можно назвать, и сербский. Восточнославянский извод или древнерусский формируется после официального крещения Руси, а сербский извод формируется на основе сербского штоковского наречия. В XIV веке на развитие церковнославянского языка оказывает влияние идеи болгарского патриарха Ефимия Тырновского. Следствием его теории было то, что даже случайная описка или ошибка воспринималась как повод для еретического толкования текста. Другим следствием было требование дословного, буквального перевода греческих богослужебных текстов. И старые переводы, которые выполнялись в более свободной манере и еще в процессе многократного переписывания видоизменялись, они стали восприниматься как опасные своей неточностью. Поэтому проводилась большая работа по сверке, перепроверке. Старые переводы сверяли с греческими оригиналами, исправляли, что-то переводили заново. И, конечно же, такая проведенная работа способствовала унификации церковнославянского языка. В нем уменьшилось количество местных территориальных особенностей, но все-таки существовали также изводы церковнославянского языка. Новые переводы быстро распространились у других православных славян, это прежде всего восточные славяне, у сербов, и они практически вытеснили старые переводы. В связи с турецким игом в Болгарии и Сербии церковнославянская письменность приходит в упадок. Также церковнославянский язык в его болгарской разновидности становится языком православной церкви в Румынии. Хорватский извод также продолжает свою традицию, правда, он претерпел некоторое восточнославянское влияние, поэтому немножечко видоизменился, но он существует и используется и по сей день. А вот восточнославянский или древнерусский извод теперь разделился на русский московский извод и на украинско-белорусский извод, так как Русь разделилась на московскую и литовскую. В поздний период существования церковнославянского языка особое внимание стали уделять сравнению грамматики с греческими оригиналами. Грамматику церковнославянского языка начинают усовершенствовать, чтобы она более точно передавала все оттенки смыслов, значений греческих богослужебных текстов. В XVI веке, когда возникает книгопечатание, то появляется необходимость кодификации церковнославянского языка, необходимость в появлении грамматик, словарей. И как раз в это время возникает грамматика церковнославянского языка Милетия Смотрицкого. В Московской Руси деятельность по новому исправлению богослужебных книг осуществлялась при поддержке патриарха Никона. И эта деятельность стала одним из поводов для церковного раскола. После этого у старообрядцев остается старый московский извод, а в патриаршей церкви используется новый извод, который назвали синодальным или новоцерковнославянским. Возник он из соединения украинских норм с московскими и при сверке с греческими оригиналами. Этот извод использовался на всей территории Российской империи, а украинский извод остается в использовании только за пределами Российской империи у униатов. В это же время синодальный извод распространяется и среди
южных славян, у которых церковнославянская письменность в это время находится в упадке из-за османского владычества. А что происходит с церковнославянским языком сегодня? С XIX века церковнославянский язык функционирует как язык православных церквей в славянских государствах. За это время на нем было создано огромное количество новых текстов. Однако национальные языки оказывают большое влияние на церковнославянские тексты. И это ведет к углублению различий между различными национальными вариантами церковнославянского языка. Поэтому тексты на одном современном церковнославянском языке не всегда бывают понятны носителям других славянских языков. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, то вы всегда можете поддержать наш канал, чтобы он развивался еще активнее. Все ссылки вы найдете в первом закрепленном комментарии и в описании к этому видео. А если вы хотите узнать, почему старославянский язык назывался именно старославянским и какие у него еще есть возможные названия, то предлагаю вам посмотреть вот это видео.